ЗИС-5В или Захар Иванович, советский грузовик времен Великой Отечественной войны грузоподъемностью 3 тонны. Сегодня я вам покажу, как собрать, покрасить и состарить эту модель. Деталей в наборе очень мало, собирается просто, и в основном детали сделаны из пластика. Помимо пластика здесь используются и другие материалы, например, кабина сделана из металла, есть детали из прозрачного пластика, покрышки колес сделаны из мягкой резины. Также есть переводные декали, они даны с запасом и на различные варианты. Ну а для сборки может потребоваться кусачки, цанговый нож, пилки различной зернистости, надфили. Также не лишним будет пинцет для работы с мелкими деталями. Ну а также не обойтись без клея для пластика. Так как деталей немного, я первым делом срезаю все детали слитников, чтобы ускорить процесс сборки. Тут в принципе запутаться сложно, потому что деталей действительно мало. Следующий важный этап сборки — это обработка деталей. От питателей, от швов пресс-форм и прочих мелких дефектов, которые присутствуют на деталях. Этап важный, ему стоит уделять особое внимание. А далее перехожу к сборке согласно инструкции, разве что некоторые шаги я меняю местами для удобства. Диски в резину вставляются без особых усилий. И сама сборка идет достаточно просто. Деталей мало, и все они встают на свои места без проблем. Колеса у модели можно при желании оставить подвижными. Далее перехожу к сборке кабины. Красить я решил ее сразу, так как потом будет делать это неудобно. Ну и конечно же первым делом грунтую детали. В качестве базового цвета я выбрал зеленый советский от Pacific. Им и покрываю внутреннюю часть салона. Большая часть работ делается аэрографом, а какие-то мелкие детали могут быть покрашены с помощью кисточки. Для сидения использую цвет брезент хаки, он наиболее подходит в данном случае. Черной краской подкрашиваю мелкие детали, такие как руль, рукоятки рычагов и приборную панель. После того, как приборная панель высохла, можно нанести декали. Для того, чтобы нанести декали, ее предварительно необходимо размочить в воде, а затем можно уже переносить на ее место. Также дополнительно я техникой сухой кисти немножко состарил салон, пройдясь по сиденьям и дверным картам. Также там по полу немножко поширкал. Далее можно установить оставшиеся детали на место. Это руль и рычаги. Перед установкой остекления на место я наклеил окрасочные маски, потому что потом это сделать будет неудобно. Крышу также приклеивал на суперклей. Далее можно установить салон на место, он уже доставаться не будет. И чуть не забыл, тут нужно установить крепление фар, а затем можно соединить нижнюю часть и верхнюю часть кабины. Обязательно перед началом покраски делаю предварительную сборку, чтобы убедиться, что все детали подойдут на свои места и не возникнет в будущем проблем. Если все в порядке, то можно разбирать и приступать к покраске. Первый этап — грунтовка. Грунтовать буду черным цветом, в данном случае мистер Хобби. Грунтуются все детали, идущие под окраску, в том числе и черные. Базовый цвет использую тот же, что и для внутренней части салона. Рама в базовый цвет не красится, она остается черной. Помимо нанесения базового слоя, я еще решил высветлить. Для этого я добавляю 10 капель базового цвета и 10 капель более светлого оттенка. И затем перемешиваю прямо в бачке аэрографа с помощью кисти. И далее наношу на свое усмотрение высветление там, где считаю это уместным. В основном это выделяющиеся части кузова, но также я еще решил выделить отдельные доски. Чтобы визуально отделить колеса от покрышек, я нанес краску старой шины на покрышки. Делаю это без масок и не снимая резины с колес. Чтобы не оставлять кузов пустым и сделать его не таким скучным, я распечатал на 3D принтере бочки и заполнил ими кузов. Помимо бочек я добавил еще пару бидонов, канистру, доски и цепь. Бочки между собой я склеил с помощью суперклея для удобства. И также решил накрыть их тентом. Тент я буду изготавливать из бумажных носовых платков, для этого вырезаю нужный по размеру кусок. Затем аккуратно его укладываю
и готовлю смесь для фиксации. Она делается достаточно просто. Берем обычный клей ПВА, добавляем в него немножечко воды, пропорции видите на экране, я делаю все время на глаз, перемешиваем и наносим аккуратно кистью поверх салфетки. Таким образом мы приклеим салфетку бочком и еще одновременно увеличиваем ее прочность. После высыхания ее уже повредить будет не так-то и просто. Как только салфетка подсохнет, можно ее окрашивать. Я использую для брезента цвет брезент хаки. В целом, если рука набита, то окраску можно произвести с помощью аэрографа, так быстрее. Также окрасил канистру в темно-серый цвет, а для бидона использовал металлик алюминий от Pacific. Затем все покрываю глянцевым лаком для того, чтобы нанести декали и смывку. Из декалей нанес название на кабину и две надписи сзади: это пассажиров не брать и не перегружать кузов. Далее перехожу к нанесению смывки. Я использую смесь смывок черный с коричневой от фирмы Tamiya. Они смешаны примерно в процентном соотношении 50 на 50. Смывка очень хорошо растекается по глянцевой поверхности и потом не составит проблем убрать ее излишки. Но чем аккуратнее мы наносим, тем меньше потом нужно будет потратить время на уборку излишек. На тент в кузове я решил применить не смывку, а проливку от Citadel. Хотя здесь можно было тоже использовать обычную смывку. После нанесения смывки я примерно оставляю ее на 30 минут, а затем прихожу к убиранию излишек. Для этого использую White Spirit и специальные безворсовые палочки. Палочка немножко смачивается, излишки убираются в салфетку, и аккуратно проходимся по модели и убираем излишки. Рекомендую после того, как вы убрали излишки, отложить модель в сторону минут на 5-10 и потом свежим взглядом еще раз посмотреть. Наверняка найдете какие-нибудь упущенные моменты. Цветом каменной серы и снова техникой сухой кисти прохожусь и делаю небольшие высветления по тенту. Так как в процессе покраски были небольшие косяки, я решил их скрыть с помощью состаривания кузова. Для этого я буду использовать 3 оттенка. Их я буду поочередно наносить для состаривания краски и дерева на кузове. Вначале наносится самая темная базовая подложка, затем на меньшую площадь внутрь наносится более светлый оттенок, и затем самым светлым проходимся уже внутри, как самый яркий участок. После этого я еще сверху прошелся очень прозрачным слоем базового цвета, чтобы немножко сгладить резкие цвета. Как мне получился достаточно интересный эффект. Раз уж я составил кузов, то нужно состарить и другие элементы грузовичка. Для металлических элементов я использую краску сколы и наношу ее с помощью губки. С помощью нее можно нанести аккуратные хаотичные сколы. Это базовый цвет подложка, а затем с помощью кисточки и высветленного базового оттенка я наношу подложку под сколы. Она наносится вокруг темных сколов, которые мы нанесли ранее губкой. Процесс не быстрый, творческий, ну и в какой-то степени медитативный, поэтому не спешим, делаем аккуратно. Также техникой сухой кисти и серым цветом я прошелся по раме кузова. И раз уж начал состаривать, то решил заржавить немножко выхлопную трубу, так как она будет на виду. Для этого я использую 2 эффекта от Pacific 88 и наношу их поочередно друг на дружку, не ожидая, пока они просохнут. Таким образом они перемешиваются и дают интересный оттенок. А для придания фактуры ржавчины я сверху присыпаю еще пигментом от Wilder. После того, как эффекты высохли, можно нанести матовый лак, но работы на этом еще не завершены. Маркером молотом в хром я окрашиваю отражатели фаров. Хромом от Pacific я окрашиваю отражатели в заднем столбе и сверху после высыхания наношу красный прозрачный лак. Также на клей для прозрачных деталей я вклеиваю стекляшки фар. Ну а далее можно собрать весь грузовичок и сделать финальные штрихи. Кузов и кабина к раме, как и на многих других моделях от АВД, здесь фиксируются на винты, что в целом удобно. Но при желании можно просто приклеить. Далее вклеиваю в кузов дополнительные элементы, чтобы они уже не болтались. И ответственный момент — снятие масок после покраски.
тут иногда могут вылезать различные сюрпризы. Но в этот раз обошлось без них, и завершая работу с моделью установкой щетки стеклоочистителя. Работы завершены, и получился вот такой результат. Колеса остались подвижные, груз в кузове оживил модель. Как мне кажется, получилось весьма симпатично. А какие сборные модели любите собирать вы? Гражданскую технику или военную технику? Напишите об этом в комментариях. Помните о ваших хобби и не забывайте, моделизм должен приносить удовольствие.